Всем привет, друзья! Вы зашли на канал «Замуж в Индию». Мы вернулись, мы дома. Закончилось наше мини-путешествие. Are you ready? Все готовы? Я несколько дней не снимала видео, как мы приехали. Накопилась куча дел. Скажем так, было не до этого. Can I say your subscriber when I coming? Why you both fighting? Oh, this is come on. Don't mind. Окей, now I explain. Хорошо, я сейчас нашим зрителям расскажу. Бавин говорит, я могу рассказать твоим зрителям, что когда я зашел в тренажерный зал, никого не было, а лама еще не было, только мы вдвоем с Парамом, и мы ссорились с ним, и довольно-таки громко. И Бавин говорит, может, я сейчас расскажу, но он как бы пошутил. Я сейчас сама расскажу. No problem, я все рассказываю своим зрителям. У меня почти нет секретов. Life very short. Don't fight. Говорит, не надо ссориться, жизнь очень коротка, поэтому, друзья, старайтесь не ссориться. Это он как ко всем обратился. Так, Бавин с Аламом остаются, они еще поиграют в крикет и еще делают процедуру джалнити, промывания носа. Я уже не буду вам показывать, не все в восторге от этой процедуры. А мы хотим с вами поделиться новостями. Идем, Парам, now we must tell all news. Итак, самая главная новость, самая приятная новость. Парам вчера стал по второй раз дедушкой. Да, дедушкой. Ну, получается, двоюродным дедушкой, наверное. Пишите в комментариях, как это называется. Значит, Прити, племянница Парама, родила вчера ребенка, второго ребенка. Помните, Паванчика, ему 5 лет. И вот вчера она родила ему сестричку, девочку. Все хорошо, девочка здоровая. Значит, друзья, ну, собственно, по этой причине мы и поссорились с Парамом. Сейчас я вам расскажу. Парам, do you have time? У тебя есть свободного времени минут 15? Come in garden. Хочу в красивом месте. Что-то здесь реконструируют, вроде бы сказали, для детей. Для детей что-то построят. Так вот, друзья, значит, начну с того, что в Индии очень большая популяция, ну, экстра очень большая популяция, поэтому здесь приветствуется, в роддомах предлагают, можно сказать, даже настойчиво предлагают роженицам, после того, как они рождают второго ребенка, предлагают прекратить это дело, завязать, так скажем, сделать операцию, после которой женщина не сможет больше стать матерью. И вот, значит, Парам мне рассказал эту новость про Прити, ну и Швант мне тоже написал. Сообщение мы об этом обсудили, я такая рада, довольно, ну, так, еще к слову скажу, что семья Прити довольно-таки обеспеченная, все у них есть, собственный дом, машина, родственники, которые помогают, и разница такая довольно-таки большая, да, первому ребенку 5 лет, и вот они второго родили, ну, не вижу никакой проблемы вообще. А Парам первым делом, когда ему сообщили эту новость, он спросил, ну что, Прити сделала эту операцию, чтобы больше не иметь детей? Я это все слышала, я говорю, ну а зачем? Зачем, собственно, why she must do this operation? Сейчас мы у Парама узнаем, почему она должна сделать эту операцию. Ну, если Бог даст ей третьего ребенка, почему нет? Можно эту ситуацию просто контролировать. А зачем? Зачем лишать себя этой возможности? Вот, кстати, меня женщина попросила, говорит, пожалуйста, говорит, снимите моего ребенка на видео. What's your name? Карвин. Очень приятно. Good name. Thank you. Окей. Хотят со мной сфотографироваться. Thank you. Парам нас сфотографировал. Пока-пока. Пока-пока. Say пока-пока. Say пока-пока. Пока-пока. Say пока-пока. Не хочешь. Окей, no problem. Вот, кстати, это о том, что вы иногда пишете, что как ты можешь снимать детей без разрешения. В основном все не против. В основном все только и просят, чтобы я их сняла. Если я не снимаю на видео, то обижаются. Вот сейчас Парам вспомнил, дети немножко отошли от темы. Значит, вот помните, сейчас как раз, получается, у меня видео выходит с опозданием. Вчера у меня вышло видео, там, где я снимала девочек, которые продают манго. И многие из вас, зрители, написали, что как ты могла их снимать, они же не хотят. Они кокетничали. Мы знаем этих девочек, we very good know this parents, мы знаем родителей. Они, да, родители приглашали нас к себе в деревню, но мы как-то договаривались уже, чтобы мы пришли к ним в гости.
вместе, поснимали о том, как они живут, но потом не получилось. Это было в сезон дождей, ну, короче, у нас. И девочки эти тоже, просто они как стесняются. Нет, это называется кокетничают. Я сравнила это с тем, вот когда как лайкбой, да, когда мальчик, допустим, заигрывает к девочке, девочке это нравится, но она начинает кокетничать, отворачиваться, тем более, ну, это, знаете, немножко получилось как вырвано из контекста. До того, как я начала снимать, мы им сделали комплимент, кое-какие вы красивые сегодня, и какие нарядные, ну и они из-за этого еще как бы больше засмущались. Even I control. All time they want, oh, one photo. I say, oh, we don't have time now. Many times I say, да, да, я соглашаюсь в основном всегда. Меня тоже, some people make my video, тоже, this is not, меня тоже постоянно снимают, фотографируют. I want coming in. You make other things. That's why I say don't disturb. Парам говорит, я поняла. То есть он говорит, что иногда следит. Я, получается, когда снимаю видео, что-то рассказываю, да, вот, а Парам сзади как бодигард ходит и видит, допустим, такую ситуацию, что кто-то тоже хочет влезть, ой, я хочу, чтобы она меня сняла, ну, а Парам, ну, вы не видите, что она что-то рассказывает, а меня когда так вот отвлекают, я могу сбиться с мысли и перескочить на другую тему. Ну и Парам, как бы говорит, что он меня спасал иногда от таких ситуаций, чтобы я быстрее наконец-то высказалась, и мы пошли домой. Ну, собственно, сейчас, да, опять я, получается, перескочила на другую тему. Значит, все, сосредоточилась, возвращаюсь к главной теме. Значит, друзья, у меня на самом деле очень много аргументов в пользу того, чтобы не делать эту операцию, если нет медицинских показаний. Ну да, бывают разные моменты. Например, у меня подружка, которая второго ребенка 14-15 лет назад родила путем кесарево сечения. Так вот, ей в роддоме врачи рекомендовали, мол, говорят, сделай эту операцию, потому что у тебя уже 2 рубца на матке, и, возможно, там, если со следующей беременностью могут возникнуть проблемы. Но она не сделала операцию, больше она не беременела, но сам факт. Я не знаю, может быть, сейчас это изменилось, может быть, сейчас, напишите, кстати, в комментариях, очень интересно, может быть, сейчас кесарево сечение делают так, что рубцы не остаются, ну, я не знаю, я не вдавалась в эту тему. Так вот, и, значит, много я сказала у меня аргументов, но я Параму привела, знаете, какой аргумент? Я сказала, мол, а вдруг, не дай бог, что-то случится у Прити с ее мужем. Она молодая женщина, захочет она выйти замуж во второй раз, но, естественно, второй муж захочет ребенка. Но Параму настолько не понравилось, этот пример не понравился, он как раскричался. Так какой второй муж? Если что-то случится, значит все, никаких мужей и никаких больше и детей не может быть. Мол, это не... Ну, то есть Парам за то, чтобы делать вот такую вот операцию. После того, как 2 ребенка, он считает, вполне достаточно, тем более первый мальчик, вторая девочка, все окей. Парам, выключи, пожалуйста, звук. И вот ты меня сейчас отвлекаешь. Ну, давай, Парам, скажи свое слово. Расскажи нашим зрителям, почему ты считаешь, что эта операция... In India, this is very common. This must be 2 children enough. So this must be make operation. Парам сказал, что государство даже способствует, предлагает денежное вознаграждение тем, кто сделает эту операцию, фрукты и все такое. Ну, значит, Прити до сих пор еще эту операцию не сделала. Сказала, через месяц, через 2 у нее есть как бы время подумать, но она готова на эту операцию. Значит, друзья, а сейчас посмотрите, пожалуйста, видео, которое не попало в предыдущую серию. Оно как раз, можно сказать, очень по теме сегодняшнего видео, а потом мы дальше с вами поговорим. Артура запустили в клетку, здесь небольшая ферма, и он пытается приручить местных кур и гусей. Как их зовут? У нас Цыпа, а здесь как? Thank you, спасибо большое. Артур лечит свои губы, посмотрите, нашел здесь алоэ вера. Это точно алоэ вера? Может, это какое-то ядовитое растение? В зеркало смотрится, не в зеркало, а в очки папины смотрятся.
Мы решили немножечко прогуляться. Здесь очень много детей, которые просят деньги. Я говорю, Парам, ну смысл им давать деньги? Давай что-то купим, какие-то сладости, какие-то печенюшки и раздадим. Потому что деньги, скорее всего, забирают родители. Непонятно, что они покупают. Как говорится, мелочь, да приятно. Вот здесь, в этом домике, я не знаю, это что-то наподобие плейгрупп детского сада. Здесь очень много детей. Ну, я думаю, что им будет приятно. Угощайтесь. Слушайте, мне неудобно было все снимать. Вот эта вот девушка, мама всех, на минуточку, этих детей. На минуточку, Вот. 20 лет. 20 лет ей? Папа спросил, ты уже перевел, Артур у меня переводчик. Ей 20 лет, и она уже 1, 2, 3, 4, 5. Нет. Нет. Вот это да. Вот это да. Я одного родила и все. Больше не хочу. Окей. Good. नाम क्या नाम? Маленький, боже мой. Дай Бог вам здоровья, счастья и ума побольше. Да. Окей, бай. You want more babies? Парам говорит, ты планируешь еще дальше рожать. Now stop it. Now stop it, говорит, и все уже финиш. Condoms. Господи, ну я не знаю, можно это переводить. Ну, меня, в принципе, я думаю, в основном смотрят взрослые люди. Говорят, используйте презервативы. Ашми хочет нам папа показать. Ну, давайте посмотрим на этого производителя. О, молодой, сильный. Смотрите, как они любят своего папу. Папа спит. На минуточку, сейчас уже где-то 2 часа дня. Папа спит. Усатый, красивый. Жеребчик. Папа спрашивает, а папа любит пить алкоголь? А тут же ж нельзя. Какой тут алкоголь? Ну, хорошо, желаю вам счастья, желаю вам удачи. Да. Супер. Любит щенков. Любит, говорит Артур Щенков. Угу, хорошо. Эту мать-героиню покажу на видео. Так они, если их отмыть, почистить, боже мой, такие хорошенькие, такие симпатичные деточки. Ну, я вам искренне желаю счастья. Проснулся отец семейства. Оказывается, у него бизнес, он катает туристов на Кэмеле, на верблюде. Oh, 13 years what he married? Сколько? When he was 13, that time he married. आप В 13 лет он женился. कितने उम्र के थे तभी? Ну, ей, наверное, примерно столько же было, если не меньше. Но до 20 лет столько нарожать, ребята, ну, я что-то сейчас не могу подсчитать. ये कितना? तुम 13 साल के थे, Боже कितना мой. साल के थे तभी? Ну, сейчас я подснимаю молча, а потом вам расскажу. So 8 years, she 8 years when he make engagement. तो आप लोग Love marriage? No? Arrange? arrange marriage है? हाँ, arrange marriage. Это был брак по договоренности. उम्र की थी पहले बच्चा Родители решили их судьбу. 9 साल का पहला बच्चा ना 15 साल में 15 years she give birth. 15 лет она первого родила. Как, who is first? First no. Older? That one first. Где? 9 years. А, он дверь закрывает тоже. Ну, давайте покажем. С котом, хочет кота показать. 9 years old, 9-летний. Кошак. Ну, ей получается чуть больше 20. Ой, какой. А хорошенькая, посмотрите, ну и кошечка хорошенькая, и девочка. Первенец. Второй. ये कितना साल का ये लड़का? ये कितना साल का? 6 वर्ष. 7 Артур, покажи этим детям, как правильно с щенками обращаться, как их нужно держать.
Ну покажи, пожалуйста. Ну они как-то их явно, что это не сильно. Вот. Через 300 земель. Артур говорит, чел, беги, щенку, уходи от этих детей, а то они тебя... Ну покажи им, как правильно держать щенка. Вот мама Беги, беги. говорит, беги отсюда вместе со своими щенками. Коты. Не, ну, наверное, они подкармливают на самом деле все это семейство. Им просто нужно показать. Вау, ну вот это еще нормально одежда. Окей. Arthur cloth like this people. Arthur have many cloths. Парам говорит, вот в следующий раз, когда у нас наберется мешок с одеждой, нужно отдавать, ну, директли сразу вот, ну, такой вот, допустим, семье, а не как мы. Hospital, they have development give. And that's where he found them. Парам спросил, где ты рожала? Дома нет госпиталя. Государство сейчас помогает бедным людям. वो चारा किधर खिलाते खाना किधर खाना पीना किधर है अभी तुम्हारा घर? Давайте я еще раз этого мужчину покажу. 4 बजे 4 बजे से Любвеобильного. Папа у тебя любвеобильный, да? થઈ જતા 400-500 रुपये हो जाता है ना You want to make some video or more? Парам попросил водителя рикши остановиться. Я же вам должна показать еще некоторые исторические здания. Что, Парам, расскажи, что... Да, во время того, когда Индия была колонией Британии, вот это вот здание было построено, ему более 100 лет. Давайте посмотрим немножечко на архитектуру. Детей, посмотрите, сколько много. Поместилась в одной рикше. Привет, привет. Пока-пока. Вот тоже. Ну давайте, давайте рассмотрим эти здания прибрежного городка. All old buildings. Thank you, спасибо большое, что остановились. Хочется как по максимуму вам рассказать и показать. И вот еще, ну давайте подойдем ближе и покажем вам, сколько много детей здесь. How many children? My God, 1, 2, 3, 6. И тут еще посмотрите. Oh, so many children. В одной рикше, школьники. Все, снимаю в экстремальных условиях. Водитель сердится, поэтому прекращаю. Потом я вам расскажу уже в спокойной обстановке. Кэп. Господи, в этой местности такой сильный ветер, у Парама с головы слетела бейсболка, кепка. Водитель остановился, и слава богу, мужчина задержал эту кепку, получается, поймал. Давай, держи ее в руках. Попросили сделать еще одну остановочку. Парам говорит, что из этих пальм можно делать алкоголь. Ну, типа, как у нас самогон делают. Еще раз напоминаю, что в штате Гуджарат запрет на алкоголь. Но, как говорится, алкоголиков никто не отменяет. Что? Значит, вчера в отеле мы заселились, и Парам спросил, а вообще, в принципе, здесь можно купить алкоголь? Они сказали, что да, можно. Нелегально можно приобрести. Но по какой цене? Стоимость одной бутылки пива 1500 рублей. Внимание, зрители, папа хочет остановить автобус или машину, чтобы добраться до вокзала, где мы в скором будущем возьмем поезд и доберемся до Матарана. Вот. No,
now any help. For Ма, иди туда. Работают профессионалы. Я не профессионал. Пою. Ма, просто пошли воздушный поцелуй. Oh my God. Если они не остановятся, Мама, просто хорошо улыбнись. Если они не остановятся. No, come here, come this side. Little. Wait, not this. Don't make any stupid things. Come Da. little this outside. They go fast. Не работает. Что мы будем делать, Парам? What we must do? Никто не останавливается, никто не Not anyone реагирует. stop. Maybe you try. Oh, they're not for you all. But for you, possible. Open karo. Come, Парам, Парам, си. go fast. Come. Так, мои дорогие, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие эмоции у вас вызвала эта многодетная семья. У меня, скорее всего, как и у большинства из вас, в первую очередь, это шок, ужас. Я подумала, зачем? Зачем ты, сама бедная, зачем ты нарожала столько много детей? Какая судьба их ждет? Но спустя какое-то время я долго думала над этим, и мое мнение поменялось. Я периодически получаю комментарии от вас такого плана, мол, Наташа, не тяни, давай быстрее, пока ты еще физически в состоянии, рожай второго ребенка, Артуру нужно сестричку или братика. Я обычно на такие комментарии сердечками отвечаю, но другие зрители под такими комментариями часто пишут, мол, ни в коем случае, да куда им второго ребенка, они с этим справиться не могут, это бедная семья. Они не потянут, мол, они живут на съемном, нет квартиры. Ну и я подумала, может быть, действительно, да, кто это пишет, они считают нас бедными. Хотя я так не считаю, мы можем потянуть и двоих, и троих детей. Не в этом причина и квартира. У меня с Артуром, слава богу, есть и квартира, и дача. И скоро у нас будет квартира в Гоа возле моря, так как говорится, грех жаловаться. Так я подумала, что, возможно, и мы не знаем, да, по поводу этих людей ничего. Скорее всего, они приехали к морю на заработки, так как сейчас сезон, муж работает на верблюде, и вот решил, чтобы его семья тоже была рядом. А так у них, скорее всего, есть дом в деревне, и, возможно, вполне себе неплохой дом. Все, как говорится, относительно. Вот. Ну и даже если у них нет собственного жилья, все равно считаю, что это неправильно. Не нам решать, кому стоит иметь детей, а кто не потянет. На мой взгляд, дети выглядят довольно-таки счастливыми, улыбчивыми, упитанными. Дай бог им здоровья и ума побольше, вот как я им пожелала раньше. Давайте обсудим эту тему в комментариях. Вот еще хотела сказать, если взять, к примеру, да, он может, в свою очередь, сказать примерно 99% населения, что, мол, прекращайте плодить нищету, только я имею право размножаться, а вы все бедные. Хорошо, не будем затягивать, эту тему можно долго обсуждать. Давайте уже оставим на следующее видео. Я хочу вам рассказать еще о том, как в Индии на государственном уровне борются с проблемой перенаселения, а также я уговариваю Парама, чтобы он организовал экскурсию в местный роддом, в роддом Матерана. Все, мои дорогие зрители, всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. Жду вас в комментариях. Так, извините, еще одну минуточку. Я забыла вам уточнить по поводу нашей ссоры с Парамом. Почему же он так сильно рассердился? Значит, Парам мне периодически, но раньше чаще, сейчас уже реже говорит, мол, Наташа, давай второго ребенка еще заведем. Но я отвечаю отказом. Почему отказом? Ну, скажем так, коротко скажу, из-за нестабильной ситуации в мире.
Вот. Ну и тут сегодня, получается, выясняется, что я не хочу ребенка, но категорически против оперативного решения этого вопроса. И потом я еще такой пример привела, что, мол, а вдруг там у Прити что-то случится с мужем. Ну и он на себя это перенял, и он подумал, что, может быть, у меня тоже такие вот мысли, что какой-то там второй муж может быть, и ребенок от него. Короче, ну, видите, он мужчина, он не понимает, что вообще, в принципе, эти операции очень вредны для здоровья. Good afternoon. Так, ну все, теперь уже точно все. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.